Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября. Последние месяцы осени уже у нас на пороге. Время просто мчится, и еще чуть-чуть, и уже будет зима. Давайте узнаем, что на неделю нам подскажут карты. Будем, конечно, мы реалистами. Любой прогноз не расскажет о личных историях, перипетиях, тонкостях вашей жизни. Но я надеюсь, что мы с вами, дорогие стрельцы, проведем приятное время. И все же какой-то инсайт, подсказку вы получите. Или ситуацию свою. Просчитайте на пару шагов вперед. Так, давайте будем узнавать. Первая карта у нас будет важное событие на неделе. Неожиданное событие. Что, по мнению карт, может помешать или чему сейчас не время? А что будет помогать? Достанем карту, что скрыто. Может, кто-то от нас что-то намеренно скрывать, а может быть, мы чего-то не видим, не придаем значения. Дела, работа, бизнес. Посмотрим энергии, финансы. Что нам карта по личной жизни скажет? Перемешаем и достанем карту совет. Подытожим наш расклад. Давайте будем узнавать важное событие. Паш мечей. У кого-то банально вопросы, связанные с вашим ребенком. Может быть, ребенок уже не ребенок, а достаточно взрослый человек, но дети для нас всегда дети. И, кстати, у него будет свое мнение, отличное от вашего. Вот такое, увы, может быть. Или мы сами, у нас есть какой-то проект, или мы хотим, может быть, какое-то дело как будто совершить, и ищем информацию, как это лучше обустроить. Или мы можем обращаться словно за советом, к примеру, там, к юристам, да, или искать информацию в интернете какую-то конкретную, потому что, опять же, в центре наших интересов есть какая-то конкретика, но мы как будто не знаем наверняка, как подступиться, и ищем правду, истину по этой карте как раз мы можем искать. Но могут быть и такие моменты, когда мы столкнулись с человеком, который не сдержан на язык, который где-то так вот, но рисковатый. Или это часто проигрывается, как вот я сказала уже, даже те, которых мы знаем, может быть, и наши какие-то родственники или дети, или из родственников те люди, которые достаточно молоды. Иногда бывает, кстати, все-таки энергетика такая, более молодая, Паш у нас, правда, это может быть человек, которого, ну, достаточно зрелого возраста, но ведет себя как ребенок, когда он не умеет сдерживать свое настроение, когда невозможно как-то на него особо понадеяться, потому что он еще пока сам не знает, что он сделает в следующую минуту, или у него недостаточно знаний по какому-то конкретному вопросу, или он однобоко видит какую-то ситуацию. То есть иногда вот эта незрелость может проявляться как и у взрослого человека, почему нет? Давайте мы узнаем неожиданные события, неожиданности. И правда, тут одна карта добавляет другую. Сначала Паш, а потом рыцарь. Рыцарь — это уже идет какое-то перемещение. По этой карте мы можем как раз столкнуться с людьми, не просто не сдержанными на язык, у которых сложный характер, которые нам пытаются что-то доказывать, а мы их и не просили. Или пытаются какую-то свою точку зрения словно продавить. Идет такое значение «бунтарь без причины». Причины нет, а он все никак не успокоится. Вот бывает такое. Может быть, это иногда, знаете, к нам буквально вхож в дом этот человек. Он внезапно может появиться. Или, может быть, обстоятельства вашей жизни сложатся так, что по работе приедет кто-то, как проверяющий. Иногда, увы, такое тоже срабатывает. Или вам придется отправиться куда-то, чтобы какой-то вопрос для себя прояснить, ну вот знаете, как на берегу, разобраться, может быть, в другой местности, или расставить все точки над «и», чтобы не было каких-то недосказанностей. В хорошем плане эти две карты проигрываются, когда мы ищем истину, правду, и мы ее как будто найдем. Давайте мы посмотрим, чему сейчас не время.
Не давать никому собой манипулировать. Вы сами маги и волшебники, мои дорогие. Вот этому будет время. Не сомневаться где-то в своих силах, возможностях, способностях, чего бы ни касался вопрос. Но больше хладнокровия, это точно. А если и приходится нам где-то манипулировать людьми, правда, по-другому не скажешь, карта мага, значит, делать это нужно элегантно и красиво, чтобы никто это не заподозрил, что вы как будто ведете свою игру, как будто ваш план, он не должен быть известен, это примите во внимание. Даже если спрашивают, вы не должны как тезисом выложить, что я собираюсь сделать на потом. Нет, тут молчание – это золото, потому что маг о себе никогда много не расскажет. У него даже сложно уловить вообще, как он действует, как он мыслит. Вот где-то быть таким, знаете, непроницаемым вам как будто придется. С другой стороны, не давать, может быть, возможности как будто себя уговорить на что-то. Есть какая-то правда, истина, и мы ее должны придерживаться. Но возможности у вас огромные, и их очень разумно надо приложить. Сильная позиция. Что нас будет радовать? Вот правда, вот интересно. Вот одна карта к другой ложится. Паш мечей, рыцарь мечей, и здесь у нас семерка мечей. Называют эту карту картой вора. Хотя нигде не прописано, но все-таки манипуляции-то, правда, со стороны людей. Как будто к нам приходят либо на порог нашего дома, может быть, правда, у кого-то так. Есть интерес у вас, мои дорогие стрельцы, и значит, вас могут к какому-то проекту склонять, причем так, знаете, уговаривать. И сначала могут подавать как вау-проект с каким-то пафосом, да, чтобы вас чем-то заинтересовать и вдохновить. А если не получится, сменят пластинку, начнут тогда более жестко что-то доказывать. Но как будто есть определенный смысл людям или конкретному человеку продавить какую-то свою точку зрения или свой конкретный интерес. А вам, если вот все то, что я сказала, перечислила, и плюс карта мага, как раз вот эти энергии дают возможность рассмотреть какую-то неправду, тоже какие-то манипуляции, когда попросту, ну, где-то люди нечестные с нами, предотвратить, может быть, какую-то ситуацию нехорошую, неинтересную, которая с таким продолжением. По этой карте может быть еще такой момент, посмотрите, семерка мечей, молодой человек и лиса изображены, вроде бы расходятся в разные стороны, но оба оглядываются. За вами как будто кто-то может наблюдать, будет, может быть, интересно до вашей жизни, поэтому будьте магами и волшебниками. Вот, знаете, интуиция вас будет беречь, поэтому слушайте подсказки собственной души. Наверное, на этой неделе не расслабишься. Позиции-то ваши сильны, но вам словно пространство дает такую возможность, чтобы вы подметили какие-то мелочи, мелочей не будет на неделе. И вот как раз то, что часто ускользает от нашего внимания, или мы думаем, что да, это пустяки. Вот тут будут не пустяки, а как раз подсказки интуиции. Или какой-то такой, знаете, тонкий штрих, как намек на что-то большее. И если продолжим мысль, мы к каким-то выводам вполне вероятно придем. Поэтому будьте магами. У вас другого варианта нет с этими картами. Дела, работа, бизнес. Ну, наверное, если магами мы, то вот, пожалуйста, вас праздник. Правда, то, что вы себе наметили, несмотря на тысячи неопределенностей, вы получите праздник, значит, будет результат. И будет чему радоваться. Какую-то проблему, может быть, вы решите. Или найдете информацию. Или навсегда избавитесь от какой-то сложной, деструктивной ситуации, связанной с людьми, с какой-то нечестностью, и поставите в чем-то точку. И будете очень собой довольны. Определенно есть то, что, знаете, как компенсация, может быть, за переживания, за какие-то нервы, за потраченное время, за то, что вы чему-то уделяли внимание, энергию свою тратили, и вот теперь праздник. Но не совсем эта карта итоговая, может быть, итог еще как бы сам не получен, но уже предвосхищение того, что у меня получится что-то осуществить, все-таки праздник. И где-то умелое взаимодействие с людьми, правда. Не расслабишься, даже если вы находитесь на каком-то празднике.
Тогда дважды, мои дорогие стрельцы, ведь у кого-то может проиграться. Я случайно на каком-то банкете, может быть, там какое-то, ну, я не знаю, сколько-то лет вашей компании или организации. И иногда бывает такое, такие коллективные встречи устраивают, и, значит, вы там будете тоже в центре внимания. Могут задавать вопросы, что-то выпытывать. Будьте магами. Финансы. Чтобы вас ничего не разочаровало, не повторить какую-то прежнюю историю, кому-то что-то не обещать, не включиться в какие-то обязанности или не повторить, словно на финансы, да, когда вы кому-то что-то пообещаете, а потом будете вынуждены, ну, словно финансовую ситуацию расхлебывать в одиночку. Вот такое ведь тоже может быть. Может быть, люди из прошлого о себе напомнят, вот как раз, да, какая-то ситуация. И по тройке мечей ведь это нас уже не ранит. Мы как раз отстраненно видим, что есть по факту. Но карта все-таки выпадает вам на финансы, значит, есть какой-то болезненный опыт из прошлого. То, что мы не должны ни продолжать, ни повторять. Нам как раз, может быть, какая-то финансовая обстановка или обстоятельства могут напоминать, как, знаете, как дежавю в моей жизни это уже было. И это может быть связано просто с обстоятельствами вашей жизни или с конкретным человеком. Но у вас очень сильная позиция, поэтому все равно вы все как-то красиво вот так вот сделаете по-своему. В личной жизни что? Вообще все сохраняем. Карта жадины. И она говорит нам обо всем. И деньги сохраняем, и отношения сохраняем. Все, что дома сохраняем, имущество сохраняем. В целом это карта якоря и надежности. И можно даже расценивать как совет. Для вас будут важны, если люди, то только те, которым вы можете доверять, те, которые не меняют свое мнение и сами в любой момент, словно флюгер, не перевернуться в другую сторону. Какая-то финансовая стабильность, как подушка безопасности. Все то, что надежно на длительное время. Вот это как будто у вас, пусть на личную жизнь, но это может свидетельствовать и о вас самих, как вообще в целом ситуации по семье или по вашей паре. Ну и, наверное, если вы один или одна, я не могу, конечно, по этим картам сказать, что тут приходит какая-то новая любовь. Но все-таки неделя – это совсем небольшой срок, всего лишь 7 дней. Вот на сохранение. Давайте мы совет от карт. А у вас, видите, как будто словно жизнь, она начинается с какими-то новыми возможностями. Или, может быть, вокруг вас меняется, предположим, даже мы этого не собирались как бы делать сами, пересматривать, допустим, окружение, но, может быть, пространство и время так меняет обстановку вокруг вас, что люди какие-то уходят, буквально, может быть, коллеги по работе, с которыми у вас были приятные и дружеские отношения, как будто тут что-то меняется. У кого-то смена коллектива, и вы меняете работу, у кого-то смена руководства или ваш какой-то творческий проект. Есть все же по этой карте обнуление или элемент новизны. И в этой колоде у нас шут жонглирует всем зодиаком. То есть это как гений, вспоминая слова Эйнштейна, который господствует над хаосом. Хотя как раз карта шута, второй иллюминатов, и называется «Хаос перед началом творения». Вот здесь что-то на неделе, как хаос, что-то не определено. Поэтому вам нужно в этом хаосе быть гением и в целом быть магом. Посмотрите, какие у вас серьезные арканы. Нулевой и первый. Вы как будто вот переход этот должны осуществить. И это не так просто, потому что энергия-то достаточно холодная, а вы-то люди горячие, вы солнечные люди, а здесь надо быть настолько продуманному, где-то не поддаваться на уговоры, сохранять свою точку зрения, хотя вместе с тем не расширять дистанцию, если назревает конфликт, понимаете? Тут уйти, маг, он всегда уходит от конфликта, он уходит тут же в тень. Он никогда не будет, ну, где-то, грубо говоря, связываться с теми людьми, которым ничего не докажешь. Он и не ставит даже перед собой задачи, чтобы кому-то что-то доказать. У него есть та идея, которая для него важна. И все силы он туда
как бы направляет. А все, что может осложнить, это должно быть нейтрализовано. Больше нейтральная позиция какая-то для того, чтобы определиться, что же теперь, как бы обстановка какая-то, может быть, только отстраивается. Давайте узнаем, что же скрыто. Как будто я на выборе. Вы, мои дорогие стрельцы. Двойка мечей – это всегда как развилка судьбы. Вот шли мы куда-то, и мы останавливаемся, словно, да, у стены. И нам теперь прямо не пойдешь, есть только направо и налево. Вот какую-то такую задачу вы можете решать. Это скрыто как будто, да. Но если вы подумаете, а вы маги, вы как раз увидите эти два возможных направления. Задача просчитать. Что же это будет? Либо вы разрубите какой-то Гордиев узел, либо вы примете Соломоново решение. Но как будто определенно выход из лабиринта какого-то у вас должен быть. То есть, когда двойка мечей выпадает, мы всегда должны один меч оставить, от второго отказаться. А туз мечей, я всегда называю, это очень импонирует этой карте. Выход из лабиринта. Это когда мы вот, если согласились с чем-то одним, значит, от второго мы точно отказались. Вот какой-то выбор, может быть, между, как знаете, у кого-то по работе, между сферами деятельности. Вот все это может проиграться, когда важно и общение, и перспективы, и денежные вопросы, и взаимодействие вот с коллективом. Может быть, вот что-то такое, и в то же время применяющиеся обстановки. А у кого-то что-то подобное через личную жизнь может проигрываться. У кого-то из вас через финансы, когда я переезжаю и тоже меняю, и обстановка разная, и люди разные. Но надо сделать что-то, не просчитать, с чем-то не просчитаться. Сделать именно так, как хочу я. Но возможности у вас прекрасные. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.